Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я пеку очень быстрый, необыкновенно вкусный и очень красивый пирог с ревенем. Приготовление этого пирога займет буквально несколько минут вашего времени, то есть он очень неприхотливый получается всегда и необыкновенно вкусным он получается. И я покажу, как сделать его красивее в разрезе этот пирог. Сейчас как раз сезон ревеня. В названии этого растения ставится ударение именно на последний слог. Я очень давно в Германии живу. У нас этот пирог с рабарбаром, то есть с ревенем, очень распространенный вид выпечки вообще во всей немецкой кулинарии. Я думаю, что это растение сейчас во многих странах как раз имеет пик своей урожайности, и кто-то захочет испечь такой пирог. Итак, для моего пирога я беру сейчас 1,5 килограмма стеблей ревеня. Крупные стебли я, конечно же, очищу, а мелкие стебли я очищать не буду. И буду их просто так же, как и крупные, нарезать на такие фрагменты примерно по 3-4 сантиметра. Не мельче, чтобы у меня в разрезе все это смотрелось очень красиво и чтобы начинка не превращалась в кашу. То есть нарезаю для моего пирога, для моей задумки именно вот на такие фрагменты, достаточно такие продолговатые. Засыпаю весь ревень сахаром. Здесь у меня 150 грамм сахара. Очень хорошо перемешиваю, чтобы сахар везде распространился. И отставляю все это примерно минут на 15-20 в сторону. И в это время я пока приготовлю быстро тесто. Для теста я беру 5 яиц среднего размера, щепотку соли, 16 грамм ванильного сахара. Все это повзбиваю просто до состояния пены. В яичную смесь я теперь добавляю 250 грамм сахара порциями. И взбиваю сейчас эту смесь примерно 3-4 минуты. Дольше взбивать нет смысла. До побеления и пышности. Как только у меня смесь побелела, я прекращаю взбивать. И взбиваю сейчас 250 грамм размягченного сливочного масла. Масло должно быть мягким, таким комнатной температуры. Масло взбиваю пару минут, тоже до побеления и пышности. И сейчас, когда масло у меня взбито, я добавляю его порциями сразу же во всю яичную смесь. И сразу очень быстро прорабатываю все это миксером, просто до объединения. Ничего долго здесь взбивать уже не нужно. Когда вы введете масло, вам будет казаться, возможно, что у вас смесь немножко расслаивается. Это нормально, это ничего страшного. При таком виде теста бывает такое, что смесь расслаивается, но потом после введения муки уже все это объединится. Добавляю туда 100 мл теплого молока. Просто перемешиваю быстро, просеиваю туда 450 грамм муки и 10 грамм разрыхлителя. И все это просто перемешиваю миксером. Ничего лопаткой я не вмешиваю. В итоге получается вот такое гладкое красивое тесто. Сейчас я для красоты этого пирога немножко окрашу одну часть теста. Вы же можете этого не делать. Я же 1/4 всей массы теста откладываю в другую миску. И окрашу сейчас эту 1/4 теста розовым цветом. У меня буквально здесь 1 капля пищевого розового красителя. Вы же можете окрашивать, если вы хотите окрасить. Если вы не хотите красителем окрашивать, каким-то, допустим, концентрированным соком. Это все на ваше усмотрение. Но так смотрится красивее. От 1 капли красителя ничего не будет. Форма у меня здесь большая, 34 на 24 сантиметра. Тесто достаточно такое плотное, оно таким и должно быть для этого пирога. Я распределяю вот эти 3/4 теста светлого по дну формы. Дно я застелила просто пергаментом. Бока я здесь не застилала пергаментом, потому что для этого пирога это трудно будет именно с этими боковинами тогда из пекарской бумаги. И сейчас розовое тесто я наношу аккуратно шпателем уже на все светлое тесто. Как я уже сказала, вы можете вообще ничего не окрашивать, просто так в разрезе будет смотреться гораздо красивее. Распределяю все ровно, чтобы у меня было все тесто. И сейчас я выкладываю весь ревень вот такими вот полосками. Будет казаться, может быть, что они как-то внахлёст выкладываются, но так и должно быть. Потом тесто поднимется, и он весь будет очень хорошо окружен тестом, он никуда не будет высыпаться, этот ревень. Рецептура рассчитана для того, чтобы пирог оставался стабильным и в то же время необыкновенно вкусным и сочным он будет. Выпекать я его буду при температуре 200 градусов Цельсия на режиме вверх-вниз без конвекции примерно 40-45 минут на среднем уровне. Это в моей духовке. Всех духовки разные, поэтому смотрите до шпажки, до сухой. Пирог у меня испекся. Я даю ему полностью остыть и снимаю с него теперь форму. Вот это то, что темное по бокам формы, это сахар, который
от ревеня просто подтекал на эту форму. Пирог уже остыл у меня полностью, я его посыпаю сахарной пудрой. Ревень дает, естественно, в любых пирогах всегда очень такую нежную и своеобразную кислинку, которую не дают ни яблоки, ни, естественно, какие-то другие ягоды и фрукты. Вот такой красивый он получается в разрезе. Я люблю, чтобы ревень не был такой кашей в пироге, чтобы он был такими уже красивыми оформленными кусочками. Он весь полностью пропекается в таких пирогах. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.